Так, в таком коротком этюде мы приступаем к прописыванию первого плана. В летней траве, уже такой вот августовской и достаточно пожелтевшей. У нас в самой траве есть оттенки более желтые, более охристые, но по краю нашей дорожки образуется всегда свежевыросшая травка, более зеленоватая, более свежая, она более молодая, ее постоянно вытаптывают. И чтобы взгляд зрителя зацепился за правильное, привычное ему понимание и привычную насмотренность вот этих дорожек, я даю по первому плану чуть-чуть более зеленоватый оттенок вокруг этой травки и добавляю светлого тона, то есть я клал дорожку под высветление, да, добавляю светлого тона в саму тропинку, да, то есть в сам цвет и свет тропинки, то есть добавляю этого активного, яркого, более охристого оттенка. То есть дорожка сразу побежала, сразу вокруг образовались какие-то вот эти зеленые пятна. И то наше привычное подсознание, которое мы включаем, рассматривая каждую работу, мы начинаем видеть и здесь, да, то есть мы привыкли какие-то куски считывать скорее не сознанием, а скорее подсознанием в работах, то есть и проходя десятки раз у себя на даче или где-то в путешествиях по таким дорожкам, наше сознание скапливает эту информацию, в том числе вот об этих дорожках и тропинках. И проложенный темный, более темный тон на траве мы начинаем в вертикальном направлении высветлять густым, по густому, прикасаясь легко к этой поверхности, и трава группируется. То есть трава группируется, трава появляется более детальной и более светлой. И мы можем позволить себе где-то и высветлить ее, и добавить какие-то микродетали для того, чтобы поверхность перестала быть плоской, но исключительно в вертикальном направлении. Огромная ошибка, когда пишут траву первого плана в горизонтальном направлении и дают траву заднего плана в вертикальное. Мы видим все наоборот, то есть задние планы мы видим через горизонтальные массы, а ближние планы мы видим через вертикальные. Опять же, можно где-то в отдельных местах добавить и теней, добавить и небольшие какие-то затемнения. Можно ли пользоваться, допустим, вот какими-то такими вещами, как обратная сторона кисточки, да, это тоже возможно. Но для этого такая острая, да? На самом деле, наверное, производитель сейчас уже не думает об этом, но раньше думали обо всем. Допустим, вы знаете, почему раньше кисточки внутри были склеены волоски не клеем, а канифолию? Потому что большинство художников были курящими, и когда кисточка срабатывается, человек брал зажигалочку и нагревал кисть, ее патрон, и она на время растворялась, и он мог вытянуть свою кисть соответственно, из патрона настолько, насколько ему нужно. Вот, то есть я думаю, что изначальный подход к острой стороне кисточки, наверное, имел какой-то свой смысл. Сейчас, конечно, уже производители об этом не думают, но я думаю, что частично, да, наверное, острота ее
создана была для того, чтобы и прокалывать тюбики, и где-то даже вот работать и по веткам, и по каким-то деталям работы. Можем пустить небольшое количество каких-то отдельных мазочков по траве, как пятна ромашек или растущих где-то группок уже пожелтевшей травки. Если нам нужно досформировать задние деревья, и нам хочется сделать этот поинтереснее силуэт, мы всегда можем подойти и добавить новых деталей. Но уже на общее блюдо, на общий вкус блюда это не повлияет. Ну и детализация по мелким облачкам в конце, когда человек уже выложился, когда он уже уставший и уже основные отношения проложены, всегда можно войти в мелочи, которые не требуют такого активного и широкого написания. А вот вопрос, а вот это, когда эта усталость накапливается в конце этюда, когда пишешь, и начинаешь как-то торопиться или допускать ошибки, есть какой-то способ снять эту усталость, как-то стряхнуть ее из себя, чтобы опять свежо все воспринять? Я иногда просто отвлекаюсь от работы на несколько минут, могу просто сесть или лечь в траву, просто отвлечься глазом. Вот. Есть просто уже опыт работы на пленэре, который дает то, что я меньше устаю. Конечно, человек, вышедший на пленэр первый раз, устанет намного больше, чем тот, который уже год ходит на пленэр, или 2, или 10 лет. Там уже идет наработка определенного механизма, когда ты расслабляешься, когда ты должен напрячься, когда ты должен включить эту внимательность, да, то есть когда уже получается то, что ты сам контролируешь вот эти энергорасходы своего организма. Но устаем, да, устаем, конечно, и на пленэре, и ошибки допускают многие именно от этой усталости. Поэтому есть всегда в каждом этюде некая такая точка невозврата, которую всегда надо понимать, что вот сейчас надо отвлечься, или вообще собраться, или вообще уехать. То есть бывает такое, что ты пишешь и понимаешь, что вот ты уже не видишь, ты уже начинаешь портить. Да? Иногда проще приехать со свежим взглядом еще раз и уже доделать работу. А так это, конечно, просто наработанность, насмотренность и... А можно возвращаться, вот, например, если этюд не удалось закончить за один раз, возвращаться на следующий день с этим же этюдом и дописывать его? Он кардинально изменится или же... Естественно, изменится, допустим, такого неба вы уже не поймаете, поэтому небо приходится решать в один проход, в один раз. То есть есть закон, что небо мы пишем в один слой. Если небо не пошло, я предпочитаю счистить, вообще вернуть его до основы, приехать еще раз или поймать подобное состояние, чтобы переписать его заново. По небу я не буду работать 2 раза по написанному. Оно пойдет пятнами, вот так как краска будет проседать и давать вот это затемнение местное, пятновое. Очень часто я как раз и возвращаюсь к этюдам, когда веду работы многосеансно. Но многосеансное ведение с надуры предполагает работу зонами. То есть ты должен понимать, что придя на этюд, ты за сегодня пропишешь, допустим, только кусок неба, оставив
низ не сделанным. Это то, что называется работа от куска. То есть, когда ты решаешь кусок и дальше уже приписываешь к нему другой, следующий Ну, так, куски. наверное, можно работать только если есть опыт работы. Да, вот безусловно это здесь имеет место быть, то что опыт работы дает возможность работы по кускам. Если вы начинающий живописец, надо стараться уменьшать размер, но решать работу полностью себе в слое первом же, он же и последний, и максимально доделывать ее на натуре, стараясь решать эти отношения, потому что работа по кускам иногда приводит по неопытности к тому, что человек может перетемнить или пересветлить небо, и решая уже низ, он тянет все не в точные тональные отношения. Поэтому работа по кускам это должна быть или уже от большого опыта приходящая практика, или это под руководством опытного педагога, который будет контролировать каждый шаг и говорить, что ты пересветлил, перетемнил, и со временем тогда любой художник может научиться этой технике. Я считаю, что для длительных работ это практически одна единственная техника, которая может быть применима. По кускам писали и Крымов, был советский художник, пейзажист Щербаков, который написал целую статью по работе от куска. Вот, и он как раз вот доказывал в этой статье, что многие мастера старого времени работали именно от куска. И говорил, что работа 50-летней давности сохраняется меньше, чем работы 500-летней давности. Да? Потому что на вот это трехслойное наложение красочного слоя по поверхности холста у нас очень много завязано, в том числе и на сохранность нашей живописи. Я думаю, что как быстрый этюд мы это можем закончить. Очень много разных других подводных камней, тонкостей, секретов в пейзаже. Осваиваю это всю жизнь. До сих пор считаю, что как бы еще только в пути нахожусь, причем для себя, можно сказать, в начальном. Это бесконечная практика новых каких-то открытий. Это всегда интересно, и тем более интересно ходить на натуру, все время оказываясь с ней один на один и пытаться отобразить и эмоциональный посыл, и цветовой, который ты видишь в природе. Технический вопрос можно задать? Он такой немножко будет примитивный. Но вот смотрите, вы так обильно выдавливаете краску. Вы посоветуете побольше выдавливать краску или все-таки экономить? Как вот это сказывается на этюде? Вы знаете, как бы частая проблема начинающих — это экономия краски из-за ее дороговизны, из-за желания сделать потоньше, потому что людям кажется, что они, сделав тонкий слой, меньше будут видны ошибки, а все наоборот получается, что ошибки за тонким слоем скрыть намного сложнее, чем за более фактурным слоем. То есть это какое-то вот общее заблуждение. Выдавливая больше краски, ты не ограничиваешь себя в замесах, в фактуре. Тот же Саржент подходил к ученику, выдавливая полтюбика краски монопалитры, говорил: не морите палитру голодом. То есть не надо морить палитру голодом, то есть надо все-таки писать, используя все сильные стороны масляной краски. Если по первости очень жалко денег на хорошие цвета, хотя со временем все начинают понимать, что чем дороже краска, тем больше пигмента, чем больше пигмента, тем более насыщенный и яркий цвет можно получить в работе. За все это время я вот заметил, что вы почти не пользуетесь растворителем. Да, я почти не пользуюсь растворителем, потому что нынешняя краска по сравнению с краской советского времени стала жиже почти в 3 раза. То есть советскую краску ее делали по аналогу Лефранко,
Лифран краски обезмасленные, и поэтому она была очень густая, и поэтому в советское время недостаток масла в масляной краске компенсировался тем, что ее замешивали на основе льняного масла. Сейчас масло многие видят и знают, что течет из краски, вот там переизбыток, вот, поэтому я либо добавляю лак с разбавителем, либо я стараюсь писать на чистой краске, так как она уже по консистенции мне достаточно для того, чтобы тянуть, растягивать ее, как бы вот эту вот красочную поверхность в работу. Вот. И сильная сторона, опять же, повторяюсь, масляной краски — это ее фактура, ее слой, который мы можем наносить иногда даже мастихином. Мастихином можно пользоваться для каких моментов, если вы хотите, чтобы у вас засветился свет в облаке. Сейчас он фактурный и ребристый за счет мазка. Если мы возьмем и придавим этот мазок, вы видите, как начинает светиться краска больше, что он становится гладким, он начинает отражать свет, то есть придавливание мазка дает больше блеск краски, и этим можно тоже пользоваться в масле. Но Про мастихин предлагаю отдельное видео снять. но это как бы используется только тогда, когда есть слой, да, то есть глупо, вот видите, я придавливаю любой мазок, он начинает больше светиться, вот, но использовать это можно только тогда, когда есть уже какой-то слой в масляной живописи, если его нет, придавливать по сути нечего. Спасибо огромное, Станислав. Пожалуйста, был очень рад снова посетить вашу мастерскую, показать какие-то небольшие секреты моей пейзажной живописи, моей школы.